Здравствуйте. Одно из высших творческих достижений греческого композитора Вангелиса, который недавно покинул этот мир, это альбом 1979 года «Чайна», Китай. Совершенно эпическое звуковое полотно, сотканное из звучаний электронных аналоговых синтезаторов, рояля, электропиано, скрипка. Здесь есть человеческие голоса, поэзия, китайские музыкальные инструменты, струнные, духовые, разного рода перкуссия, барабаны, колокольчики. Альбом этот сочетает в себе медитативность, такую восточную спокойную созерцательность, которая вообще свойственна электронной музыке 20 века, и совершенно бомбическую энергетику, которая больше свойственна, например, прогрессивному року. Хотя в данном альбоме не звучат гитары, но, думаю, в данном случае это не важно. Здесь есть драйв, который, как я уже сказал, сочетается с такой медитативностью. Удивительное музыкальное произведение. Это как бы ощущение композитора, греческого композитора Вангелиса от музыкальной культуры такой древней страны, как Китай. Виниловые пластинки мы приобретаем для того, чтобы наше знакомство с музыкой начиналось вот уже с тактильных, таких физических, визуальных ощущений, когда мы берем пластинку в руки. И конверт данной пластинки, он полностью отвечает этим требованиям. Он выполнен просто великолепно. Вот у него есть разворот, и дизайн обложки придуман самим Вангелисом. Конверт альбома получился настолько же магическим, притягательным и в чем-то таинственным, как и музыка, которая представлена на этой пластинке. А на фотографии изображен сам Вангелис, запечатлен сам Вангелис в плавательном бассейне. А фотографии эти были сделаны на культовую аналоговую моментальную фотокамеру Polaroid SX70. Ее использовали как современные художники типа Энди Уорхола, так и даже астронавты, когда с космоса фотографировали космические объекты. И вот в те минуты, когда эти моментальные снимки проявлялись, Вангелис своими руками слегка размазал их. И таким образом фотографии превратились в своего рода такие картины, произведения искусства. Сам Вангелис в одном из интервью говорил, что ни в одном уголке мира он не слышал музыку, которая была бы для него чуждой или какой-то непонятной. И он также говорит о том, что он улавливал некое сходство между музыкальными традициями двух древнейших стран, Китая и Греции. И этот альбом, как я уже говорил, это как бы впечатление Вангелиса от Китая, от его бурлящей тогда в те годы уже восстающей жизни и культуры Китая. Однако этот альбом ни в коем случае не надо воспринимать как альбом какой-то китайской музыки, ибо Вангелис совершенно не пытался здесь, так сказать, прикинуться китайцем. Нет, это музыка греческого композитора. Эта музыка открыта влиянием планетарным, в том числе и западной музыки. Но каждая композиция здесь несет в себе аромат, специфику
китайской музыки. В общем, при этом Вангелис здесь, конечно же, остается самим собой. Сам он говорил, что фанатизм это форма полнейшей слепоты. Именно поэтому, создавая даже вот альбом, посвященный Китаю, Вангелис все равно оставался с собой, греческим композитором. На этом альбоме есть также и исторические отсылки. Например, второй трек альбома The Long March, он посвящен так называемому Великому походу. Так в китайской исторической традиции называется переход китайской армии коммунистов через труднодоступные горные районы. Поход этот длился 2 года, с 1934 по 1936 год, и длина этого перехода составила 8000 километров. Ну, в общем, совершенно такие китайские масштабы. Эта композиция The Long March, Долгий марш, она является второй композицией в альбоме. Она как бы гармонично очень продолжает первый трек альбома, который так и называется Чунгво, то есть это Китай на китайском языке. Эта композиция здесь солирует любимый синтезатор Вангелиса Yamaha CS80. И надо заметить, что эта композиция, вот Чунгво, она существует в 2 версиях. В чисто инструментальной, вот то, что мы слышим в данной пластинке. И есть еще также вокальная версия, которую исполняет детский хор. Эта версия была выпущена, наряду с инструментальной версией на маленькой пластинке, отдельно, на сингле, так называемом. Инструментовка альбома, как я уже сказал, очень разнообразна. Здесь и синтезаторы, и перкуссия, и китайские инструменты, на которых играет сам Вангелис. Здесь есть также и соло на скрипке в треке The Plum Blossom, цветение сливы. Это соло исполняет французский джазовый скрипач и композитор Мишель Рипош. Есть в альбоме и голоса людей. Например, в композиции «Маленький праздник» читаются стихи. Они примерно такие. «Я беру бутылку вина, и я иду пить. Нас всегда 3 среди цветов, если считать меня, моего друга и мою тень. Моя тень никогда не испытывает жажды, когда я пою, а луна слушает меня в тишине. Когда я иду домой, луна идет со мной, и моя тень следует за мной». Самой продолжительной композицией альбома является заключительная композиция «Гималаи». Трек длится больше 10 минут. Он очень атмосферный, вот как раз медитативный, наполненный холодом горных вершин. Трек этот был вдохновлен китайской гексаграммой номер 52 из книги «Перемен». Эта гексаграмма, она имеет одновременно такие значения, как гора, восходить, созерцание, неподвижность, сдержанность. Одно из толкований этой гексаграммы звучит так. Нельзя остановить бурю за окном, но можно остановить ее в своем сердце. И, возможно, не зря этот трек является заключительным. Пусть в качестве версии прозвучит, что, может быть, концепция альбома в этом. Потому что в нем, в этом альбоме есть и бури, как я уже сказал, свои совершенно бомбические моменты, и завершается все вот таким планетарным
созерцательным треком, такой музыкой, как композиция «Гималаи». То есть, ну, именно поэтому альбом, безусловно, рекомендую к прослушиванию, поскольку это, во-первых, одно из самых ярких достижений электронной музыки XX века и замечательного композитора Вангелиса. И он же, это альбом «Звуковое путешествие». Путешествие по впечатлениям, по истории, по планете. И прослушав его до конца, вы, ну, хотя бы на какое-то время, наверное, обретете некий мир и спокойствие в своей душе. А это в наше время очень важно. Спасибо огромное за внимание, мира и всего доброго.